say genius. Друзья, всем привет! Вы наверняка заметили, что в моих последних 3 обзорах было сильно улучшено качество звучания. А все потому, что теперь я использую новый конденсаторный студийный микрофон от очень известной компании Takstar. И спустя некоторое время его использования, я считаю, пришло время сделать обзор на него и поделиться моими впечатлениями с вами. А приобрести микрофон Takstar SM10 вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Takstar на AliExpress за 11 500 рублей, либо через 22 часа на него будет скидка 8% и вы сможете немного сэкономить. И что самое главное, этот микрофон доступен с быстрой доставкой со склада в России. Выбираем экспресс, добавляем в корзину и покупаем. И приходит микрофон в большой коробке с очень хорошим приятным оформлением. Здесь изображен сам микрофон, есть логотип компании Takstar и указано название этой модели SM10, а сзади находятся его преимущества и применения. По техническим характеристикам здесь тут все интересно. Частотная характеристика микрофона от 20 Гц до 20 кГц, пиковый уровень звукового давления 140 дБ, что является очень хорошим показателем. Выходное сопротивление составляет 110 Ом, ну и понятное дело, для работы ему необходимо фантомное питание 48 вольт. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Большой и очень подробный мануал по использованию микрофона, и здесь даже есть частотная характеристика этого конденсаторного микрофона, что очень круто. Отличный и очень качественно сделанный поп-фильтр от компании Takstar. Очень плотная и хорошая ветрозащита с надписью Takstar на лицевой части. И шикарный держатель-паук для микрофона и дополнительные резинки для него. И конечно, вот он, сам красавец микрофон Takstar SM10, выглядит он просто потрясающе, да и весит 420 грамм. И это однонаправленный микрофон, поэтому он не сильно захватывает посторонние звуки и в основном сфокусирован четко на вашем голосе. Он использует 34-миллиметровый капсуль с позолоченной диафрагмой, которая вот немного здесь просвечивается, ее достаточно хорошо видно, и вы, наверное, сейчас хорошо слышите, насколько богатые тембры и высокий уровень прозрачности с бархатистостью он передает в голосе, и это определенно микрофон серьезного высокого уровня. И на лицевой части у него здесь есть название модели SM10 и большой логотип в красном квадрате компании Takstar. И здесь же чуть повыше находится два переключателя. Левый отвечает за срез низких частот после 100 Гц на минус 6 дБ, что довольно ощутимо сказывается на мужском голосе, поэтому я его не использую. А вот второй переключатель ослабляет сигнал на минус 10 дБ. И его используют в основном для записи барабанов, чтобы не было перегруза, а для вокала он всегда выключается. А сзади у него есть еще один логотип компании Takstar, а вот тут ниже уже находится разъем для подключения кабеля XLR, который вам необходимо будет купить, так как, понятное дело, в комплекте с микрофоном его нету. Ну а теперь я закрепил держатель для микрофона на свой низкопрофильный хороший пантограф, и вот таким образом закручивается сам микрофон к этому комплектному пауку. И после нам уже остается только подключить кабель, и кстати кабель я использую от немецкого производителя Cordial с использованием меди, то есть как раз четко соответствующий высокому уровню этого микрофона, и выполнен он по всем истинным канонам аудиофилии. А в качестве аудиоинтерфейса я использую Topping E1X2. Ну а теперь предлагаю обсудить звучание микрофона, и я бы хотел сразу начать с того, что это лучший по качеству записи микрофон из всех, что у меня был. И конечно, тут также на качество звучания свою большую роль внес аудиоинтерфейс с абсолютно прозрачными и чистыми предусилителями для микрофона. И все-таки да, друзья, сейчас я пришел к выводу, что все-таки динамические микрофоны определенно сильно уступают конденсаторным. Это действительно большая и очень слышимая разница. И предыдущий микрофон, который я использовал, мне в любом случае приходилось
сильно обрабатывать, эквализировать и постоянно вырезать шумы, которые он имел, так как он еще и подключался по USB. Соответственно, звук на выходе уже был так себе, но больше всего на конечный звук сказывалась ограниченная частотная характеристика. У них она, как правило, менее линейная, в отличие от конденсаторных, а у этого же микрофона, как вы можете заметить, абсолютно ровная чиха, вплоть до 1, даже до 2 кГц. А после нам немного усиливают высокие частоты. Но скажу честно, друзья, мне абсолютно точно нравится этот окрас, который он дает, особенно на моем голосе. Это оказалось прям в тему, так как у меня в целом-то и не яркий, и более басовитый и серединистый голос, а здесь же он немного усиливает как раз недостающие высокие частоты и дает больше прозрачности и открытости в этом диапазоне, и это определенно хорошо сказывается на раскрытии вокала. Насчет женского, конечно, я вам тут не подскажу, но даже сейчас я мониторю и слышу себя в наушниках, и мне определенно нравится, какой звук я получаю без каких-либо обработок. Но, конечно, тут также необходимо использовать хорошие наушники, чтобы услышать все эти нюансы, особенно вот на самых дальних высоких частотах. И я даже иногда слышу клики рта, что на динамическом микрофоне вообще нереально было услышать из-за очень сильного завала на высоких частотах. Хотя некоторым он нравится и иногда уместен, но лично мне нравится вот такой более прозрачный и детальный тон подачи. Да и вы наверняка уже хорошенько заценили, как записывает этот микрофон, но давайте по порядку. Первое, что меня удивило, низкие частоты, они не бубнящие, даже если говорить вот так вот близко к микрофону. Они очень ровные, поэтому голос имеет отличный вес и глубину без перебора и лишнего раздутия. Но вот если я сейчас включу на микрофоне срез низких частот на минус 6 дБ, то голос будет уже восприниматься более ярко и легковесно. Поэтому я лично не пользуюсь вот этим переключателем. Я думаю, разницу очень хорошо сейчас было слышно. Да и в принципе видно, что здесь появился вот такой вот срез. И знаете, это мне напомнило наушники. Там тоже, если баса мало, то по большей части все внимание на себя забирают средние и высокие частоты. Вот и здесь точно такая же ситуация. Да и с другой стороны, если вы хотите дополнительно проконтролировать низкие частоты, вы всегда можете воспользоваться эквалайзером в режиме динамического, который будет срабатывать только тогда, когда это реально необходимо. А вот серединка мне тут реально очень нравится. Голос звучит очень естественно, натурально и самое главное, очень прозрачно, с хорошим весом и максимальной разборчивостью, я бы даже сказал, с такой характерной атакой и подчеркиванием присутствия за счет небольшого усиления верхней середины, что отлично сказывается на раскрытии всех нюансов в вокале. А высокие частоты являются идеальным завершением. Они очень подробные, детальные, с эффектом открытости и воздушности за счет небольшого усиления этого диапазона. И микрофон, на мой взгляд, имеет шикарный, прохладный и аналитичный тон в этой области. Он не звучит как-то тепло и излишне сглаженно, а наоборот правильно подчеркивает вот все эти микронюансы. И мне кажется, вот он уже выдает нам идеально готовый, максимально прозрачный звук, который по большей части и не нуждается ни в какой обработке. Но давайте все-таки посмотрим, что я использую. И здесь на самом деле все просто. Первым делом у меня идет деэссер, чтобы проконтролировать все эски, так как все-таки микрофон немного подкрашивает верхний диапазон, и, например, вы же не всегда можете при разговоре контролировать все сибилянты, допустим, отвлекаясь на что-либо, поэтому я просто слегка их контролирую этим отличным плагином от Waves, который очень легко и деликатно просто делает свою работу и никак не портит звук. Диапазон минус 20 дБ и threshold минус 23. А уже дальше я компрессирую голос, чтобы максимально подсобрать его в единое целое вот с такими вот настройками. И больше ничего для обработки я не использую. Единственное, разве что небольшой шум компьютера, который находится сейчас слева от меня, потом я убираю при монтаже роликов на YouTube. А если вспомнить мою цепь обработки динамического микрофона, где мне приходилось использовать около 6 или 7 плагинов, 2 из которых точно убирали шум, еще 2 корректировали частотную характеристику, а еще 2 или даже 3 компрессировали и прибирали сибилянты. А здесь я обошелся всего лишь 2 плагинами, и я считаю это просто супер. Вот именно поэтому я смело вам рекомендую этот микрофон.
А вывод по микрофону Takstar SM10 у меня получился таков. Это один из лучших конденсаторных микрофонов, где есть все необходимое, начиная от очень устойчивого паука, 2 поп-фильтров и, конечно, сам микрофон, который даже в кадре будет смотреться просто потрясающе. И я считаю, что сейчас это лучший выбор, если вы хотите получить очень прозрачное и максимально готовое звучание, подходящее идеально, что для озвучки, что для записи и создания ваших треков. Ссылка на микрофон находится в описании к обзору и в закрепленном комментарии. С вами была Сиджениус, всем пока!